Так, а мы для Москвы сделаем? Про Лыску не подумал. Не, а надо скидки для провинции давать. Для провинции надо давать скидку, да. Каждому по лопате. Слушай, а не, на самом деле можно, Отсюда и до кстати. обеда. Значит, у меня объявление для всех представителей. Благодарность за то, что вы сюда приехали. Я, как это называется, царским дозволением, да? Значит, каждый из вас имеет право собрать 5 леших, шестерки длинные или стандарта, потому что других стволов нет. И в зачет графика, который у вас есть, забрать их себе, а распределяете вы их среди своих клиентов уже самостоятельно, и меня это не волнует совершенно. А я думал, Тут все хлопают, тут я все думал, хлопают. по одному лешему. По одному лешему. Ла-ла-ла-ла-ла. Здесь зрители аплодируют, кончили аплодировать. Нет, ну вам же клиенты потом сделали отчеты. Да, да, да. И я, кстати, условия А по скажи. 5 на человека или по 5 на 15? по 5 на представителя, который сюда приехал. Ага. Только лично вы. Потому что я не хочу давать каждому представителю вообще, который сюда не приехал, потому что это исключительно бонус за вашу, ну то, что вы подняли жопу и сделали такой рывок сюда и приехали. Это моя благодарность вам лично всем, кто здесь находится. Опять хлопаем. Аплодисменты. Ну и условия, я так понимаю. Я купил это помещение давно, года 2, наверное. У меня не было возможности заниматься его ремонтом. Это просто здоровенный бокс шириной 18 метров, длиной 100 метров. Благодаря мудрой политике финансовой руководства компании «Эдган» у нас появились средства для того, чтобы начать ремонт. И мы начали его в апреле этого года, в разгар пандемии. У нас были проблемы с доставкой стройматериалов, у нас были проблемы с доставкой спецтехники и прочее, прочее. Но тем не менее мы достаточно большой объем работы сделали, и мы надеемся, что в сентябре мы полностью переедем сюда. Я сейчас пройду по цеху, расскажу вам, где что мы планируем разместить. Ну и я думаю, будет интересно всем. То есть я хочу сделать совершенно новое предприятие, фактически с нуля. Новый менталитет, новое оборудование, новое помещение, все новое. Поехали. Игорь, тебе не хватает, Не торопись. Я не буду использовать пока полностью. Частично у нас отопление радиаторами, частично воздушными, ну, калориферами, но через них горячая вода будет идти тоже. Да, там будет у нас окна, чтобы люди не чувствовали себя в казематах и видели дневной свет. Ну, относительно, я думаю, в России везде дешевая рабочая сила. Ну нет, узбеков, если нет вообще. Нет, узбеков, конечно, нет. У нас свои мастера карельские, у них руки золотые. Да? Да. А там есть заход еще? Нет. Отсюда нет. Так отсюда изнутри закрывается. Нет, я понял. Я думал, что из теплого помещения в теплом помещении там заход. Прохладно. Нет, тут сквозняк, Наташа. Да, в принципе, не жарко. Ну, там постояли у второго выхода. Прям Дверь будет наглухо закрываться, то бишь во время стрельбы вообще доступа сюда не будет никому. конечно, кто-то выйдет прям посередине Ну получит. и плюс дверь открывается сюда, внутрь, видно. Ну да. А, то есть это раз, оба-на, я можно выйду? Или вместе с дверью выходить. Да, ну тут будут стеллажи стоять, винтовки, мониторы и прочее. Как он любит людям зубы заговаривать, да? Не работа такая. Пошлите на лекцию. У тебя картошку нашли сбоку, здесь будут грядки. Конечно. Вы помните, что в старом тире мы хранили дрова, а в этом тире, вы же не просто так сделано, мы будем сажать огурцы. Белорусы же подняли экономику на огурцах, а мы чем хуже? Так вы же еврей. На песке не растут. Огурцы на песке не растут. Еще лет 8 назад все не очень получалось, были те же самые проблемы, что и у всех. Потом произошла оптимизация, значит, мы впервые этот клапан использовали для создания электрички еще 4 года назад. И в связи с тем, что в электричке очень много нового, и мы ее не хотим выпускать в сыром виде, для того, чтобы успеть в гонке,
то мы приняли решение использовать этот клапан в механичке. Значит, клапан самооткрывашка, и в отличие от многих самооткрывашек, где есть проблема закрытия, то есть они очень быстро открываются, фронт открытия очень резкий, то фронт закрытия у них очень пологий, и поэтому у них очень большой расход. То есть мы здесь сделали, что у нас и фронты открытия, фронты закрытия очень резкие, то есть он быстро открывается, быстро закрывается. Мы приняли решение, что мы не будем делать универсальные калибры, то есть мы будем при смене калибра предлагать замену дюзов. Ну, вы должны понимать, что мы с завода будем предлагать дюзы более-менее оптимальные по расходу. Мы торгуем дорого. Да, вопрос немножко по-другому. Yes, gentleman in the pink shirt. Этот мужчина лосось и рубашки. Ждет, пока пуля покинет Давление ствол. ушло, а провернуться она не может, потому что вот эта втулка давит барабаны. У меня пальцы вчера болели, вот это собрать. Ну не плачь. То есть цена стоит копейки, а кажется, нас хотят обидеть? Да, плохой получается. Мне кажется, нас никто не любит здесь. Сейчас, подожди, я... Все в линию и одним выстрелом. Так, слушаем внимательно. То, что вчера творилось, бардак никуда не годный совершенно. Мало того, что вы попрятали там свои собранные леши, вы какого-то хера попрятали там же инструмент, у меня сборщики ничего найти не могут, больше так продолжаться не может. Значит, сейчас Андрей Павлович определит точки сбора, определит каждому, кто на какой точке работает. Работаете, не знаю, полчаса, час. Потом выходим, он определяет смена, кто идет на какую точку. Запрещаю шататься между точками, запрещаю что-то под себя ныкать и прочее, прочее. То есть все делается исключительно по инструкции Андрея Павловича. Вопросы? Мне может, у меня папа с ФСБ. Сегодня большая трагедия, к сожалению. Мы потеряли, От нас уходит. да, мы потеряли, к сожалению, очень значимых людей. И мы все очень сильно сожалеем и скорбим, поэтому, но, к сожалению, возврат наших конкурентов больше невозможен. Рюмку, блин, уже собрался. Ура! Земля им пухом. Достаточно маленькой, тихой фразы. Не чокались.